UFC 327, один из лучших кардов 2026 года. Поехали! Привет, друзья! Совсем недавно на турнире в Сиэтле, где бился Адесanya и Пайфер, мы увидели один из самых лучших турниров этого года именно по зрелищности, но по именам он, конечно, был не самым бодрым. Так вот, UFC 327 это может исправить. Только в прелимах мы с вами можем увидеть Келвина Гастлома, Висента Люки, Кевина Холланда, Рэнди Брауна, Матеуша Гамрата, Аарона Пико, Питбуля, Рибовича, Суарес, и это только был сейчас прелим карт. Мы даже не добрались до основы, там вообще отдельный вид искусства. Мурзаканов против Коста, Рейс против Уокера, Блейдс против Хакита, ну и, конечно же, главный бой вечера — это Карлос Ульберг против Иржи Прохаски за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Карт невероятный. Вот здесь появляется QR-код, это мои партнеры, там можно забрать фрибет 3000 и подкрепить свой интерес, ничем не рискуя к этому ивенту. Он и так замечательный, а если еще и фрибетом подкрепить, будет совсем сказка. Ну, а если неудобно забирать по QR-коду, то, конечно, это можно сделать в нашем телеграм-канале Калугин ММА. Там и фрибет забрать можно, и в конкурсе поучаствовать, которые организовываются каждую неделю, и, конечно же, видео нокаутов, прямые трансляции UFC, анонсы, все высказывания бойцов после боев, до боев. В общем, лучшее место для фаната UFC — это Калугин ММА. Обязательно нужно быть подписанным, если вы открыли это видео, вы точно должны быть подписаны на этот телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. А мы с вами начинаем обзор этого великолепного, без преувеличений, UFC 327, и первый поединок, который откроет карт прелимов, это Чарльз Ратки и Франсиско Прадо. Чарльз Ратки — взрывной, агрессивный, яркий боец с обилием финишей. Начал в главной лиге мира с 2 побед. Но летом 2024-го наткнулся на пронзающее колено Карлоса Пратоса. С тех пор Ратки четко чередует победы и поражения. В последних 4 боях у него рекорд 2-2. Неизменным остается лишь одно: все эти бои заканчивались досрочно. После нокаута от Пратоса Баффало сам оформил нокаут за 50 секунд, срубив Мэтью Семелисбергера. Затем в мае 2025-го Чарльза нокаутировал Майк Меллот. После чего сам Ратки утопил в борьбе новичка лиги Даниэля Фрунзу. В том бою Баффало сделал акцент на тейкдаунах, много боролся, искал сабмишины и за 30 секунд до финального гонга наконец-то смог задушить оппонента. Сейчас Чарльзу 35 лет, у него рекорд 4-2 в UFC. Понятно, что никаких больших амбиций он не имеет, но его участие в турнире — это гарантированное зрелище и высокая вероятность финиша. Его соперник Франсиско Прадо, младше на 12 лет, аргентинцу только 23 года. У парня 100% показатель финишей в победных боях. Но есть нюанс: за 5 боев в UFC он выиграл лишь однажды. А в 2023 году Прадо был подписан в главную лигу мира как один из главных молодых проспектов. Франсиско тогда было всего 20 лет, а он уже имел сумасшедший послужной список, рекорд 11-0, все 11 побед досрочные, статус двойного чемпиона аргентинской лиги и в общей сложности 5 успешных защит титула. Всего этого Прадо добился за неполные 3 года карьеры. Разумеется, матчмейкеры UFC захотели такого вундеркинда в свой ростер. Вот только рост оппозиции сразу выявил большие проблемы во многих аспектах. Аргентинец начал в UFC в легком весе. В дебюте ему достался Джейми Малларки, который разнес новичка и в стойке, и в борьбе. Прадо реабилитировался, удосрочив Атмана Азайтара в первом раунде, но закрепить успех не смог.
В следующем бою он был разгромлен Зел Хубером. Это была ожесточенная битва в стойке, в ходе которой у Прадо было в кровь разбито лицо, а один глаз заплыл от гематом. Единственным успокоением в тот вечер для аргентинца стал бонус в 50 тысяч баксов за бой вечера. Франсиско решил, что дело в тяжелых весогонках, поднялся в полусредний вес, но и тут продолжил проигрывать. Он уступил Джейку Мэтьюзу и Николаю Веретенникову. Сейчас Прадо одной ногой стоит на грани увольнения. С рекордом 1-4 еще одно поражение почти наверняка станет для него последним в лиге. Но Прадо очень молод, ему всего 23 года, и в 23 года он имеет уже такой, достаточно обширный опыт выступлений в лучшей лиге мира, и в таком возрасте ты можешь прогрессировать от боя к бою просто огромнейшими шагами, поэтому будем смотреть. Радует одно то, что и у Прадо, и у Радки реально скучных боев практически не бывает, а тут еще и стилистически они так сошлись, я думаю, будет огонь. А мы едем дальше. Назим Садыхов, вот кто должен был биться в этом карде, было бы вообще замечательно, но, к сожалению, он снялся с поединка против Маркеля Медейроса, и Назима заменит другой боец, который уже привык. Для него это обычное дело выходить на замены Крис Падилья. В лиге Fury FC, где Маркель Медейрос выступал с самого начала карьеры, он выдал немало ярких финишей и хоть не стал чемпионом, заработал рекорд 8-1 и обратил на себя внимание скаутов UFC. Те пригласили парня на контендер, он не подвел и получил контракт главной лиги мира. На сегодняшний день у Медейроса 3 боя и 3 победы. Все бои он закончил решениями, хотя уровень оппозиции, мягко говоря, был не самым высоким. Медейрос побил Лэнто Киньоноса с рекордом 0-1 в UFC, затем Остина Хаббарда с рекордом 4-6 в UFC и дебютанта Марка Чионски. Таким образом, совокупный рекорд всех соперников Маркеля в UFC 4-7. И отсутствие досрочек с такими соперниками немного подпортило репутацию Медейроса как опасного финишера. Да и я почти уверен, что выступления этого парня вам не запомнились. Поэтому Медейрос справился на отлично с точки зрения результата, но срочно нужно добавлять в зрелищности. Тем более, эта фамилия у него вполне бойцовская. Янси Медейрос в свое время устраивал бодрые зарубы. Крис Падилья, соперник Медейроса, этому парню не привыкайте выскакивать в клетку без полного лагеря. Именно благодаря готовности рисковать он и попал в UFC. Изначально карьера Падилья в ММА не сулила ничего грандиозного. Выступая 8 лет, он шел с рекордом достаточно средним, 10-5. Причем набитых-то в региональных лигах и всего одним неудачным выступлением в Беллаторе. Но все изменилось в 2023. Тогда Крис провел 3 боя за год, в каждом победил досрочно, стал чемпионом одной из региональных лиг и защитил этот пояс. В 2024 году судьба преподнесла Падилье подарок и вернула должок. В UFC сорвался бой Гейба Грина, того самого парня, который нанес Падилье поражение в Беллаторе и не дал Крису тогда закрепиться в известной лиге. Матчмейкеры набрали Падилье, и он заменил выбывшего бойца в бою с Хамисом Лонтопом. Крис вышел в клетку и финишировал перуанца в первом же раунде. После этого у Криса был бой с китайцем Ронг Жу, который закончился остановкой доктора из-за гигантской гематомы, которая была у соперника Падилье. В 2025-м Крис разобрался с Джейм Хербертом, который за последние 4 года проигрывал в UFC только Илье Тапури и Фаресу Зиаму. Ну и последняя на сегодня победа Падильи, он финишировал Исмаэла Банфима, еще одного крепкого опасного бойца за пределами рейтинга. Даже ноунеймы в этом карде максимально заряженные. Медейрос 3-0 в UFC, Падилья 4-0 в UFC, оба непобежденные, и вот одному из них придется познать горечь поражений в сильнейшей лиге мира, а у нас на очереди всеми любимый женский поединок. Татьяна Суарес и Лупита Годинес. Татьяна Суарес еще год назад билась в титульном бою, а сейчас она
достаточно глубоко в прелимах, пусть и номерного события. В начале 2025 года Татьяна Суарес сбилась за пояс против чемпионки минимального веса Жан Квейли. На тот момент Табиб, так называют Суарес за схожий с Хабибом стиль ведения поединка, шла без поражений, имела рекорд 11-0, и многим казалось, что она имеет реальные шансы остановить правление Вейли. Но поединок сложился для Суарес просто ужасно. Она смотрелась неплохо только в первом раунде. Пока была свежая, борола чемпионку и набрала 3 минуты контроля из 5 возможных. Но вот со второго раунда выносливость просила, тейкдауны перестали проходить. Вейли контролировала все, что можно, и сама оказывалась сверху, набирая по 2-3 минуты контроля в каждом раунде. Это был полный разгром, у Суарес не получилось ничего, так что она потерпела первое поражение в карьере и не смогла стать чемпионкой. Многие фанаты были удивлены, что бой вышел настолько неконкурентным. А теперь представьте разницу в уровнях. Вейли разгромила Суарес, а затем разгромно проиграла Шевченко. Но это так, отступление, напоминание, насколько Валентина далека в хорошем смысле по уровню от остальных бойцов, пусть и другой весовой категории. Полгода спустя Суарес вернулась для поединка с Амандой Лемос, а бой с Амандой был для Татьяны тоже непростым. Борьба не работала, так что мексиканка набрала целых 10 минут контроля в клинче у сетки. Это был турнир UFC ночи, на трибунах были в основном мексиканские фанаты, но даже они освистывали Татьяну за то, как она сушила этот бой. Проявились и проблемы с кардио, Суарес проиграла третий раунд, пропускала тяжелые удары в стойке и пережила очень тяжелую концовку, где Лемос смогла забить ее сверху. Но все же бой удалось выиграть единогласным решением судей. Лупита Годинес. Девушка попала в UFC непобежденной чемпионкой промоушена LFA с рекордом 5-0. Старт в главной лиге мира дался нелегко. В первых 6 боях она набила рекорд средний 3-3. Ситуацию удалось вырулить в 2023-м. Годинес провела активный год, выступила 4 раза и оформила 4 победы. На секундочку, Годинес стала первой девушкой в истории UFC, кто смог набить 4 победы за один календарный год. Уже в следующем, в 2024 году, Лупите подняли уровень оппозиции, и она вновь вспомнила горький вкус поражения. Подряд девушка проиграла сначала Верниенде Робби, а затем Маккензи Дерн. Ту серию неудач мексиканка уже успела закрыть, победив дважды в прошлом 25 году. В последнем бою Годинес одолела бывшую чемпионку Джессику Андраде. Бой получился непростым для Лупиты, она уверенно забрала 2 первых раунда, перебила Андраде в стойке, но подсела к третьему отрезку и в итоге ограничилась победой со счетом 2-1 по раундам. И я бы отметил, что за последние 8 боев у нее только 2 неудачи, и они были от действующей чемпионки Дерн и от последней претендентки на титул Енди Робби, которая дралась за пояс как раз таки с Маккензи Дерн. Женские бои частенько бывают проходными, я знаю, вы любите их скипать, и я люблю их скипать, но после того, как Алекса Грассо в Сиэтле оформила, ты сразу понимаешь, какие финиши на долгие годы вперед, и вот Алекса Грассо оформила такой в бою с Мэйси Барбер, и акции женских боев резко возросли после этого финиша, я не знаю, им надо как-то скооперироваться, собраться, разработать план, устроить какое-то заседание, чтобы эти акции не рухнули вниз. Надеюсь, Суарес и Лупита Годинес не позволят этому произойти. А у нас на очереди поединок, который гарантированно повысит акции ближайшей больницы. Это Келвин Гастолом и Висенте Люке. Карьера Висенте Люке продолжает идти на спад, и чтобы хоть как-то перезагрузиться, он решился на смену дивизиона. На UFC 327 бразилец попробует себя в среднем весе. Карьеру на до и после изменил бой против Джеффа Нила. Люки тогда улетел в тяжелый нокаут, но самое страшное было впереди. Ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Тяжелых последствий удалось избежать. Висенте вернулся в клетку спустя год, но был уже совсем не тем бойцом, что раньше. Прежний Люки был сумасшедшим киллером, который постоянно рисковал, шел вперед, любил вступать в размены и все время искал финиш. Новый Люки был куда менее рисковым и более осторожным. Очевидно, он переживал за свое здоровье и не хотел пропускать слишком много. Спойлер, ему это не сильно помогло.
Сперва бразилец одержал победу решением в довольно скучном бою с Рафаэлем дос Аньосом. Потом снова улетел в нокаут, на этот раз от Хоакина Бакли. После этого его настиг успех. Люки за 52 секунды удосрочил африканского проспекта Тембу Гаримбу. Но после снова стал проигрывать. Был задушен Кевином Холландом и разгромлен Йоэлем Альваресом. В бою с Альваресом у Люки не получалось вообще ничего, он проиграл каждый раунд. А вторую пятиминутку все трое судей оценили как 10-8. После такого стало ясно, что бразильцу нужно что-то менять. Изначально Люки должен был драться с Кайлом Докасом, бой был уже анонсирован, но того забрали для участия в карде Белого дома, а ему на замену прислали Кевина Гастолума. В 2023 году Келвин был расстроен своими неудачами в среднем весе, кризис длился целых 4 года. Объективно он слишком мал для среднего веса и уступал соседям по дивизиону физики. Но гонять в полусредний вес у Келвина не получалось из-за слишком хорошего аппетита и слишком плохой дисциплины. Так вот, Гастолум все же решил привести свое тело в порядок, пообещал, что теперь он будет ответственно подходить к своей работе и сможет вновь подняться на вершину. Однако поход к полусредневесам оказался недолгим и безуспешным. Келвин слетел с поединка против Шавката Рахмонова, а затем уступил Шону Брэди сабмишеном в первом раунде. На этом энтузиазм Гастолума иссяк. В 2024 он вернулся в средний вес и к сегодняшнему дню успел оформить там 2 победы при одном поражении. Гастолум одолел по очкам бывшего полусредневеса Ди Рода, затем проиграл Джо Пайферу, где лишь чудом не улетел в нокаут, причем впервые в жизни, а в сентябре прошлого года победил Дастина Штольцфуса. Забавно, что в последнем бою Келвин умудрился провалить взвешивание даже в средний вес, причем на целых 2,5 килограмма, это охренеть как много. Соперник Гастолума прокомментировал это так: «Сначала делаешь вес, а потом кушаешь такос. Не нарушай этот порядок». И, к слову, это правило, которое могло бы сделать карьеру Гастолума намного более успешной. Слушайте, оба бойца действительно далеки от своего пика, но прямо сейчас они стоят друг друга. Идеальный матчмейкинг. Именно в таких равных боях и получаются самые классные зарубы. А за зарубы Келвин Гастолум шарит точно не хуже, чем за то, где продается вкусная шаурма. Поэтому это тот самый бой в глубоких прелимах, который может оказаться лучшим боем вечера на UFC 327. И 327 ивент настолько прекрасен, что вот буквально следующая пара может составить конкуренцию в номинации «Бой вечера». Это Кевин Холланд и Рэнди Браун. У Кевина Холланда получился сверхактивный 2025 год. Он выдал 5 боев за 10 месяцев, выступил в январе, марте, июне, июле и октябре. Но результаты такого забега, к сожалению, не впечатляют. 3 поражения и 2 победы. В январе Холланд проиграл сабмишеном Ринье де Ридеру уже в первом раунде. Это было 4-е поражение Кевина в последних 5 боях. Так что он в очередной раз решил перейти из среднего веса в полусредний. Там Холланд смог пройтись по сбитым летчикам Гуннару Нельсону и Висенте Люке. Благодаря этому он попал в топ-15 и получил бой с Даниэлем Родригезом, который, пожалуй, стал лучшим поединком Холланда за долгое время. Первый раунд начался спокойно, оба перестреливались ударами, присматривались друг к другу. А вот во втором Ди Род оформил 2 нокдауна и был очень близок к тому, чтобы финишировать Кевина. Однако Холланд не только дожил до гонга, но и смог восстановиться, а в 3-м раунде уже сам дважды уронил Ди Рода. И теперь сам Кевин был близок к финишу, даже ближе, чем Родригес во втором. Ди Род тоже решил не унывать и еще раз перевернул ход боя в самой концовке, когда из последних сил перевел Кевина и забивал его сверху. Судьям предстояла непростая работа, но раздельным решением они отдали победу Родригезу.
Последний, пятый поединок в году Холланд провел в Канаде против местного проспекта Майка Меллота. Кевин забрал первый раунд, потом получил 2 мощных удара между ног. После второго удара он взял все 5 минут на восстановление. Но даже этого, видимо, не хватило. Холланд с трудом продолжил бой. Он провел пассивный второй и третий раунды, проиграл бой по очкам, а позже рассказал, что ему пришлось проходить дополнительное обследование из-за этих ударов в пах. Изначально Кевин планировал выступить и 6-й раз за год. Время еще было, он мог залететь в любой карт в ноябре или декабре, но из-за полученного урона был вынужден сбавить темп и заявил: «Ребят, 6-го боя не будет, мне слишком много раз надрали зад в этом году». Как видите, и с юмором у Кевина полный порядок. А что там Рэнди Браун? Выступает он в UFC на пару лет дольше Холланда, но имеет в резюме значительно меньше боев. Долгое время он был ничем не примечательным середняком. В первую очередь он попадал в заголовки не из-за побед, а из-за поражений. Именно на нем Нико Прайс оформил один из самых необычных нокаутов – хаммер-фистами со спины. А еще через пару лет его красиво переехал Джек Делла Мадалена. Именно после этой победы об австралийце начали говорить всерьез и давать ему топовых соперников. Сам Браун со временем все набирал обороты и вышел на хорошую победную серию. И наконец-то сам стал оформлять один жесткий нокаут за другим. Пострадал Николас Делби. Момент напомнил нокаут Холлоуэя против Гейджа на UFC 300. Также был довольно запоминающий финиш в бою с Муслимом Салиховым. Однако развить весь этот хайп от таких хайлайтов не вышло. Как раз в последнем бою Браун сам улетел в нокаут, коленом из клинча его вырубил Габриэль Бонфим. Во-первых, только представьте, насколько реально жестко зарядили по яйцам Холланду, потому что он не бьется целых 5,5 месяцев. Кто-то из вас скажет, 5,5 месяцев это нормально для любого профбойца, но только не для Холланда. Последний раз такой у него простой был 8 боев назад, ребят. Обычно он не дерется 1-3 месяца и снова выскакивает в клетку. Во-вторых, и Рэнди Браун, и Кевин Холланд это мастеры оформлять именно красивые финиши. Вот бывают бойцы, у которых есть чуйка на красоту. И вот Рэнди Браун с Холландом просто сошлись, два таких бойца с такой развитой чуйкой в одном противостоянии. А мы продолжаем только разбор прелимов. Мы еще только в прелим-карте, и следующее противостояние у нас Матеуш Гамрот и Эстебан Рибович. Вот смотрите, вот эта рука матчмейкера, это моя, я ему ее жму. Хуйней какой-то занимаюсь. Давайте, Матеуш Гамрот и Эстебан Рибович, следующий поединок. Матеуш Гамрот фантастически быстро совершил скачок от претендентского боя с бывшим чемпионом до поединка с нерейтинговым проспектом, о котором пока что мало кто слышал. Поляк уже давно жаждет ворваться в элиту легкого веса, но как только Матеуш проиграл, а случилось это в очень неожиданный момент в бою против ударника Дэна Хукера, лига тут же кинула Гамрота под нерейтингового Людовита Кляйна. Матеуш победил в том бою, а еще полгода спустя наконец-то урвал свой шанс залететь в элиту, буквально бой мечты. В октябре прошлого года у Чарльза Оливейры слетел соперник для главного боя вечера в Бразилии. Рафаэль Физиев тогда получил травму колена, и лига срочно искала ему замену. И шанс выпал Матеушу Гамроту. Бой с 4-м номером рейтинга, бывшим чемпионом, Оливейра возвращался после тяжелого нокаута от Тапури спустя всего пару месяцев. Весь кэмп готовился к ударнику, а тут получил в оппоненты борца и грэплера. Казалось, все складывалось удачно для Матеуша, и в случае победы он наконец-то запрыгнет в топ-5 и титульную гонку. Однако Оливейра проехался по нему, одно из лучших выступлений бразильца. У Гамрота не работало вообще ничего. Оливейра останавливал его борьбу, был намного мощнее физически, сам бросал поляка, угрожал большим количеством сабмишенов и в итоге заставил Матеуша сдаться в середине второго раунда. К
слову, это было первое досрочное поражение Гамрата в карьере. И что делает лига после того, как поляк проиграл актуальному на сегодняшний день чемпиону БМФ? Снова кидает Матеуша, который, кстати, все еще входит в топ-10, биться с нерейтинговым проспектом. Ощущение, что промоушен хочет избавиться от Гамрата, но никак не может это сделать, потому что ниже определенного уровня поляк не падает. Тот самый нерейтинговый проспект — это Эстебан Рибович, 29-летний аргентинец, у которого 15 побед в карьере и 12 финишей. Рибович увлекся ММА в 12 лет, в 18 лет, как только это стало разрешено, аргентинец начал проф-карьеру. 7 лет спустя он пришел на претендентскую серию Дейны Уайта. На тот момент у Рибовича был чистый рекорд 10-0, 100% показатель финишей, а также статус чемпиона пары латиноамериканских промоушенов. На контендер Эстебан продолжил серию финишей, грохнул еще одного оппонента в первом же раунде и подписался в UFC. В первом же бою его нолик лопнул, Лоик Раджабов. Рибович не отчаялся и в следующих 5 боях выдал 4 победы. Он оформил красивый финиш в первом раунде против Терренса Маккини. Устроил один из лучших раундов года в бою с Дэнни Зелхубером. А потом устроил 2 шикарные битвы подряд против Насрата Хакпараста и Элвиса Бреннера. Первому аргентинец проиграл сплитом, второго победил, но за оба боя получил бонус-бой вечера. А учитывая, что за бой с Зелхубером его тоже наградили бонусом, получается, Рибовича отмечали в каждом из 3 последних боев. Аргентинец однозначно зарекомендовал себя как любитель устраивать битвы кость в кость, с зарубами, разменами, сечками, нокдаунами и прочими словами, от которых кайфуют фанаты. Сейчас ему дают шанс залететь в топ-15, но для этого придется сразиться с тем, кто является полной стилистической противоположностью. Вместо разменов в стойке Гамрат предпочитает прилипчивую борьбу, вместо нокдаунов — тейкдауны, а вместо нокаутов — победу уверенными решениями. Именно поэтому, наверное, Гамрат и не полюбился руководству лиги, хотя на самом деле нельзя назвать его скучным бойцом, он такой среднестатистический боец с точки зрения зрелищности, но, конечно, Матеусу Рибовичу он серьезно уступает, Рибович прям реально выдает зрелищные бои, я думаю, что не просто так промоушен сейчас делает попытку попытаться закинуть его в рейтинге. А у нас следующее противостояние, что... Это, конечно, это беллаторский, UFC придумали, вообще сделали гениальный ход. Все время бойцы из Беллатора приходят в UFC и сливают бои. Ну, действительно, крайне редко кто-то может показать хотя бы средний уровень среди топов из беллаторских, и они придумали гениальное решение. Они свели Патрисио Питбуля против Аарона Пико. 2 беллаторских бойца в одном поединке означает, что гарантированно один из них точно одержит победу. Вот почему UFC лучший промоушен в мире. Гениальное решение во всем. Патрисио Питбуль Фрейре, бывший доминирующий чемпион Беллатора. Возможно, он мог бы навести шума в UFC в свои лучшие годы, но на смену промоушена он решился только в 37 лет, когда Беллатор закрылся. В главной лиге мира Фрейре приветствовал Яир Родригес. Схватка Пантеры и Питбуля не оправдала ожидания фанатов. Патрисио всегда был неплох в партере и имел 12 побед с обмишенными за карьеру, а Яир как раз имел огромные проблемы в борьбе. Но вместо того, чтобы бороть оппонента, он провел пассивный бой, так и не придумал, как ему сблизиться с Родригесом. Проиграл все 3 раунда и едва не улетел в нокаут в концовке. Питбуль был так расстроен ужасным дебютом, что попросил новый бой уже через 3 месяца. На этот раз ему дали Дэна Иги, и с ним новичок UFC справился гораздо лучше. Здесь у него работала борьба, он переводил, работал сверху, в стойке тоже был неплох, даже мог финишировать Дэна во 2-м раунде. Но в итоге дошел до решения судей и забрал безоговорочную победу. Его будущий соперник Аарон Пико тоже знатно пролетел в дебюте. Пико из тех бойцов Беллатора, кого называют проектом Скотта Кокера. Абсолютно вся его карьера до UFC прошла в Беллаторе, но звездой Пико стал еще до перехода в ММА. Аарон начал заниматься боксом в 4 года, в 12 лет выиграл престижный любительский турнир «Золотые перчатки». Вскоре он добавил тренировки по борьбе и к моменту перехода в колледж уже был одним из многообещающих талантов страны. В
период с 2013 по 2017 Пико брал медали на молодежных первенствах мира и даже отбирался в олимпийскую сборную, но проиграл на финальной стадии отбора и решил переключиться на ММА. Уже на тот момент у него была большая фан-база и рекламные контракты с крупными спортивными брендами вроде Nike. В Беллаторе Пико провел больше 6 лет, набил там рекорд 12-4, оформил немало ярких финишей, но чемпионом так и не стал, да и с элитной оппозицией в принципе не бился. В 2024-м Беллатор был поглощен шейхами из PFL. Пико провел один бой под руководством новых боссов, но не договорился по условиям и ушел в UFC. Изначально он должен был биться вообще с Мовсаром Евлоевым, но россиянин снялся с поединка, а на замену ему вышел Лерон Мерфи. Пико был хорош в первом раунде, прессинговал, борол и нагружал Лерона. Не давал тому ничего сделать, но работал слишком однообразно. Уже спустя 3 минуты боя Мерфи прочитал его действия, встретил очередное предсказуемое сближение локтем с разворота и оформил свой самый вирусный нокаут в карьере. Spinning attack! No way! And still undefeated! Чтобы оправиться от такого оглушительного поражения, у Аарона ушло чуть больше полугода. Теперь он готов вернуться в клетку и реабилитироваться перед фанатами. Конечно, забавно, что Питбуля и Пико поставили возглавлять прелимы. Я подчеркну именно прелимы, потому что в Беллаторе они бы бились, ну если не в главном бою вечера, то в соглавном гарантированно. То есть по меркам Беллатора это супер топ поединок, а в UFC их ставят в прелимы. Я не знаю, троллинг это или совпадение, но возможно в принципе даже заслуженно, учитывая какие бои они провели в промоушене. Но вот такие вот ходы делают UFC интересные. У нас что? Основной карт, мы наконец-то до него добрались. И еще раз напоминаю, что FreeBet 3000, вот по этому QR-коду можно забрать, либо в телеграм-канале, где еще и будет прямая трансляция UFC. А основной карт у нас будет открывать Кап Свонсон, Нейт Ландвер. Два ветеранища. На двоих им 79,5 лет. Вот насколько давно эти парни дерутся. Старина Кап Свонсон в свои 42 выходит на свой прощальный бой. Уходит больше, чем боец. Уходит целая эпоха, поскольку именно Свонсон является последним представителем эпохи WEC. UFC поглотили этот промоушен в 2011 и получили под свое крыло многих звезд. Лига пополнилась такими глыбами, как Альдо, Фейбер, Круз, Корейский зомби, Порье, Диметриус Джонсон, Петтис, Серроне, Кондит и, конечно же, Свонсон. Все из этого списка уже завершили карьеру в UFC, и только Киллер Кап все еще в деле. Он выступает в главной лиге мира уже 15 лет и провел здесь 25 боев. Свонсон настолько давно в игре, что бился с Жозе Алдо, когда тот еще не был даже чемпионом WEC. К сожалению, для фанатов Каба он так и не дошел до пояса ни в WEC, ни в UFC. В какой-то момент уже под руководством Уайта Киллер Кап вышел на серию из 6 побед подряд, где было 4 финиша и 4 бонуса, а в списке жертв, между прочим, Чарльз Оливейра и Дастин Порье. Walking that one off. Oh, good right hand over the top. And he's hurt. Yeah, he's done. And it is all over. He's done. Cub Swanson by knockout. I think Swanson all over him. Dennis Siebert's in all sorts of trouble here. Cub Swanson looking to finish. Тот забег мог бы привести его к титульному шансу, но на подходе все оборвали поражение Фрэнки Эдгару и Максу Холлоуэю. Terrific dominance on the ground. That's it! Frankie Edgar gets the... Grimacing, but he's bearing it. Trying to get free. Got it! It is all over! Max Holloway! В 2017-м Свонсон уже начал потихонечку сдавать. Он потерпел 4 поражения подряд с обмишенами от Ортеги, Маикану и решениями от Фрэнки Эдгара и Шейна Бургаса. От увольнения калифорнийца тогда спасало только резкое снижение в уровне оппозиции. Тогда он начал чередовать победы и поражения. Кап все еще был хорош в эпизодах, даже регулярно оформлял финиши. Например, вырубил Пинеду. Oh, that's it! You got
Элкинса вообще снес вертушкой. Да и в последнем бою досрочил Билли Куарантильо. Было это в декабре 2024-го, с тех пор прошло уже больше года. Многие наверняка думали, что Киллер Кап уже закончил и вышел на пенсию, но нет, старина возвращается для последнего танца. Партнером по этому танцу станет один из самых диких и жестких парней в полулегком весе Нейт Ландвер. Прозвище Ландвера – Поезд, и оно вполне раскрывает его бойцовский стиль. Нейт пришел в UFC в 2019 в статусе чемпиона Российской лиги М1. Начало в новом промоушене было не впечатляющим. Ландвер провел лишь 5 боев за первые 3 года, набил рекорд 3-2. И в тот период, кстати, ему назначали бои с Евлоевым, Мерфи и Тухуговым, но все они по итогу отменились. В 2023-м ему дали шанс попасть в рейтинги, но он не смог пройти Дэна Иги, оставшись за пределами топ-15. После этого Ландвер провел еще 3 боя, и ни один из них не дошел до решения. Он удосрочил Джамала Эмерса в первом раунде. Хотя сам едва не отправился спать в начале поединка. Затем Нейта сошелся с Духачоем, с которым в свое время зарубался, и, наверное, одна из самых запоминающихся заруб в истории UFC была как раз против Каба Свонсона. Здесь Ландверу пришлось очень тяжело. Его разгромили в стойке, забороли, запытали в партере, ловили на распятие и удосрочили в 3-м раунде. Последний поединок Нейта — это нокаут от Моргана Шарье. В том бою Ландвер смотрелся вполне неплохо, шел с оппонентом на равных, забрал 2-й раунд и закончил его красивой рубкой. С этим же настроем он вышел на 3-й финальный отрезок, но пропустил слишком много тяжелых ударов, поплыл и в итоге проиграл досрочно. Так что да, лучшие годы этих парней точно позади, но, во-первых, их поставили в основной карт не просто так, промоушен уверен, что скучно не будет. Возможно, это в том числе дань уважения Кабу Свонсону, который выходит на свой прощальный поединок, потому что, не знаю, попадет он в зал славы или нет. Все-таки в чемпионских баталиях его не было, но карьера у него достаточно богатая на события, и побеждал он, вы только что сами убедились, вполне себе состоявшихся звезд. Но вот в титульных баталиях не удалось ему поучаствовать. Пусть ребята и старенькие, мужчины, какие ребята, блядь, это уже мужики, нахуй, такие в возрасте, но в зрелищности вообще не уступают. Наоборот, я бы даже сказал, что чем старше они становятся, и Ландвер, и Свонсон, тем более обезбашенно они продолжают биться. А у нас следующая пара, где решение судей — это просто гроза среди ясного неба. Доминик Рейс. 7 последних боев закончились досрочно, у Уокера 4 последних боя закончились досрочно. Вот такие нас парни ожидают в основном карде. Вообще в основу запихнули всех тех, кто не умеет побеждать решениями. Доминик Рейс — это удивительный пример того, как многообещающий проспект может в один момент сгореть дотла, рухнуть на самое дно, а потом восстать из пепла, как птица Феникс. В 2024-м Доминик вернулся в клетку после 1,5 лет перерыва. Он шел на серии с 4 поражений подряд и перенес тяжелую болезнь. Казалось, с Рейсом покончено, и он выходит просто отработать чек. Никто не верил, что он сможет победить Дастина Джейкоби, который дрался с куда более крупными и опасными нокаутерами в UFC и никому не дал себя вырубить. Рейс снес Джейкоби за 2 минуты. И эта победа стала первой с осени 2019 года. Почти 5 лет Доминик не выигрывал в клетке, но наконец-то прервал это проклятие. За следующие 10 месяцев он провел еще 2 боя, удосрочил Энтони Смита и нокаутировал Никиту Крылова. Well, any tension that accompanied Dominic Reyes to fight week during that losing streak is long gone. Рейс настолько круто перезагрузил карьеру, что в конце 2025-го получил бой с соперником из топ-3 Карлосом Ульбергом.
а их поединок возглавлял целый турнир. В случае победы Доминик снова стал бы претендентом на пояс, и может быть даже сегодня он бы занимал место Ульберга в бою за вакантный титул против Прохаски. Но Ульберга Рейс не потянул, Карлос его перехитрил. Дело в том, что оба бойца привыкли действовать на контратаках. Они оба выманивают оппонентов, подлавливают их и наказывают за ошибки. Здесь оба ждали, когда другой пойдет вперед, из-за этого начало боя выглядело пассивным. И первым нервы сдали у Рейса. Он решил все-таки пойти в атаку и тут же был наказан правым кроссом. Доминик вновь проиграл нокаутом и прервал свою серию досрочных побед. У Джонни Уокера в карьере тоже все далеко не гладко. После затянувшегося противостояния с Анкалаевым Уокер улетел в нокаут еще и от Оздемира. Два боя в 2024 и два поражения тяжелыми нокаутами, вероятно, худший год в карьере бразильца. В 25-м его хотели свести с Богданом Гуськовым, и ирония в том, что Гуськов является другом, одноклубником и спарринг-партнером Уолтера Уокера, брата Джонни. Тот поединок отменился, так что бойцы избежали неловких ситуаций. Наконец, в августе Джонни получил в сопернике огромного, опасного китайского нокаутера Жанга Миньянга. Уокер шел после двух поражений, а Миньянг на серии из 12 досрочных побед. Под китайца специально сделали турнир в Шанхае и поставили полутяжеловеса в главное событие вечера. Хотели раскрутить Миньянга при родных трибунах, но вышло все чуть по-другому. Во-первых, Джонни с первых секунд полетел в ноги, но к этому Жанг оказался готов. Китаец орудовал в стойке и забрал первый раунд, но во втором Уокер пробил лоу-кик, который подкосил Миньянга. Тот рухнул на канвас, Джонни добил его, забрал досрочную победу и прервал серию неудач. Встреча Рейса и Уокера — это настоящий подарок для фанатов. Уокер, к слову, лучше всех падает в нокауты. Это не попытка как-то подколоть, пошутить. Реально, посмотрите нокауты, в которые отправляется Уокер. Там что не финиш, то шедевр. Есть бойцы, у которых чуйка на красивые нокауты, а вот есть Джонни Уокер, у которого чуйка на то, как красиво нужно падать в нокауты. И многим бойцам, если вы все-таки уж собрались падать в нокаут, можно у Джонни Уокера поучиться. Но и добыть финиш для него, конечно, не проблема, в том числе зрелищный. Так что Джонни Уокер и Доминик Рейс мы точно не пропускаем. Следующий у нас поединок, что уже ребята потяжелее. Кертис Блейдс и боец, который больше смахивает на рестлера, сумевшего нокаутировать последнего своего оппонента факом. Да, вот средним пальцем он его нокаутировал, это Джош Хакит. В 2024 году Кертис бился за титул против Тома Аспинала, но выиграть не удалось, и карьера Блейдса чуть притормозилась с того момента. Он побился лишь раз. В 2025 ему хотели организовать бой с Резваном Куниевым. Россиянин тогда даже не дебютировал в UFC, это был его первый бой в лиге. Его сразу хотели свести с оппонентом из топ-5. Бой срывался дважды, в феврале и марте, но каждый раз лига не торопилась отказываться от этой идеи и просто переносила дату. В итоге Блейдс с Куниевым подрались, это был конкурентный и близкий бой, и все-таки Кертису удалось одержать победу. То есть Блейдс едва не отдал место в топ-5 дебютанту. Прошел почти год, и вот Кертис вновь принимает вызов от человека, который даже не в топ-15. Непонятно, в чем провинился Блейдс, но дают ему крайне невыгодные бои в последнее время. Джош Хакит — это новая восходящая звезда в тяжелом весе. Дрался он совсем недавно, в начале этого года. Вы можете вспомнить бой Хакита как тот самый, где один боец финишировал другого факом. Но давайте по порядку. Джош Хакит сделал себе имя еще в студенческие годы. Он редкий спортсмен, который сумел дойти до статуса All-American сразу и в футболе, и в борьбе. В 2020-м он закончил учебу и хотел подписаться в NFL, однако его никто не выбрал на драфте, так что парень сосредоточился на боях. Путь до UFC был быстрым. 2 боя в Беллаторе, 2 досрочные победы, 3 боя в LFA, 3 финиша в первом раунде, и вот оно, приглашение на претендентскую серию, и там еще один нокаут.
В UFC Хакит сохранил 100% показатель финишей. Он провел уже 2 боя и в обоих удосрочил своих соперников. Но если первый оппонент Макс Джейминес улетел в нокаут за 56 секунд, то вот следующий соперник, Дензел Фриман, отказывался сдаваться так просто. Весь первый раунд Джош искал финиш сначала в борьбе, когда быстро перевел Фримана вниз и пытался добить в граунд-энд-паунде. Затем в стойке, когда тяжело попадал с рук. Под конец раунда Хакит пошел в очередную атаку. Соперник отошел на другой край клетки и присел там от бессилия. Хакит в это время не летел за финишем, а просто показал сопернику средний палец издалека. И вот этот фак и сигнал о сдаче случился почти одновременно, поэтому зрители стали шутить, что Хакит финишировал Фримана факом. Отдельное упоминание заслуживает интервью Хакита после боев. Он использует фишки из рестлинга, ведет себя ярко и вместо стандартных слов типа «всем спасибо, дайте мне любого», этот парень читает стихи. Очевидно, что Лига видит в Джоше звездный потенциал и хочет поскорее продвинуть его наверх. Хакит молод, ему всего 28 лет, он тяжеловес, американец, яркий и в клетке, и на микрофоне. У него запоминающаяся внешность и харизма, в принципе у парня есть все, чтобы стать звездой, но осталось только самое главное – продолжать побеждать. И тот факт, что Хакита ставят в третий по значимости бой этого карда, говорит о том, что промоушен делает на него ставочку. Хотят они все-таки раскрутить не Блейдса здесь уже точно, а именно Хакита. Конечно, есть сомнения, как далеко он может зайти, потому что последний поединок против Фримана, да, выиграл, но при этом Фриман все-таки такого уровня боец, которого нужно было проходить, наверное, даже еще более уверенно. Но посмотрим. Я думаю, что Блейдс ему вполне может оказаться по зубам. Мы с вами добрались до 2 главных боев вечера. И в соглавном событии вечера будет биться, изначально должен был биться Тацура Тайра и чемпион Джошуа Ван за титул в наилегчайшем весе, но за 10 дней до ивента этот бой отменился. Не спешите расстраиваться, потому что его просто перенесли на UFC 328, который пройдет 9 мая, уже совсем скоро. Там подерется еще и Хамзат Чимаев, Шон Стрикланд, так что сильно не расстраиваемся. Бой действительно многие ждали, но увидим его всего лишь на месяц позже. А в соглавное событие поставили Азамата Мурзаканова. За него можно порадоваться. И Паула Косту. Пожалуй, самый неожиданный анонс от UFC за последнее время. Непобежденный полутяжеловес Азамат Мурзаканов, который подобрался вплотную к топ-5 и рассчитывал на претендентский бой, получает в сопернике 13-ю строчку среднего веса Паула Косту. За что Барачинья получил такой шикарный подгон, и не зря ли Мурзаканов согласился на такую авантюру, давайте разберемся. Азамат Мурзаканов имеет рекорд 16-0 при 13 досрочках. Идет 6-0 в UFC и стоит на 6-й строчке рейтинга. Но для многих до сих пор остается неизвестным, как такое возможно. Ответ прост. Азамат один из самых молчаливых бойцов в ростере. Он не ведет активно соцсети, крайне редко дает интервью, не делает громких заявлений и лишь изредка бросает вызовы другим полутяжеловесам. Принимать эти вызовы никто не торопится. В октагоне Мурзаканов это страшный зверь, который побеждает исключительно нокаутами. Он попал в UFC в 2021, когда в статусе чемпиона ближней восточной лиги Brave FC пришел на претендентскую серию и грохнул там оппонента в первом же раунде. В 2022 он начал свое восхождение в UFC, нокаутировал Тафана на чукве летящим коленом. И удосрочил Дэвина Кларка. Следом была победа решением над Дастином Джейкоби, и до сих пор это единственный бой Азамата в UFC, который дошел до решения. После Джейкоби Мурзаканов попал в топ-15. Нокаутировал Алонзо Мэнифилда. И
и рассчитывал на бои с крепкими топами. Его хотели свести с Никитой Крыловым и Джонни Уокером. Бои отменились в последний момент, так что Азамату пришлось драться и вырубать бойца не из рейтингов — Брэнсона Рибейро. Первое большое имя Мурзаканов получил в октябре прошлого года. Ему сделали бой с Александром Ракичем. Фанаты Азамата переживали за его нолик, ведь австриец был сильным кикбоксером огромных габаритов с большим опытом против топов в UFC. Казалось, россиянина ждет сложнейший бой в карьере, а он взял и проткнул Ракича одним точным джебом. Идеальная техника плюс идеальный тайминг, и вот боец, которому когда-то пророчили чемпионство, лежит в нокауте. Short shot from Murzakanov, still undefeated, 16-0, just like that. Азамат благодаря этой победе влетел на 7-ю строчку рейтинга, а со временем и вовсе обогнал даже Джамала Хилла и стал 6-м. И бой против Косты более чем выгоден Азамату. Да, с точки зрения рейтингов, конечно, нет. Но Пауло Коста будет поизвестнее многих в полутяжелом весе, а это именно то, чего не хватает Азамату. Победы над более-менее хайповым именем, и для этой цели Коста подходит идеально. 2025 год Барачинья начал в глубоком кризисе. У него был рекорд 1-4 в последних боях и 1 победа за 5 лет. У бразильца не было побед ни над кем из действующего топ-15 среднего веса. Старички вроде Юрая Холла, Юэля Ромеро давно ушли на пенсию, как и Люк Рокхолд. А всем топовым соперникам вроде Адесании, Витори, Уитакера и Стрикланда Коста проиграл. Вдобавок у него сорвалось несколько интригующих боев, в первую очередь против Хамзата Чимаева. К началу 2025 года Пауло откатился до 12-й строчки рейтинга и впервые за много лет был вынужден драться не со звездой из топ-5, а с Романом Копыловым. Косту списывали перед этим боем. Он шел андердогом за 3,5. Казалось, он закончился как боец и уже не способен побеждать, однако Барачинья неожиданно выдал отличное выступление. Он перебивал опасного ударника в стойке, даже отправил Копылова в нокдаун в первом раунде, задавил во втором и третьем и забрал более чем убедительную победу. И победа над Костой была действительно неожиданной. Даже не сама победа, а то, как она произошла. То есть это была доминирующая победа. Поэтому в этот раз тоже хочется списать Косту. Но, основываясь на предыдущем опыте и как он выступил против Копылова, делать этого я не буду. На одни и те же грабли наступать не собираюсь. Но Азамату Мурзаканову, конечно, желаем победы и важный поединок, в том числе как раз, чтобы медийно себя прокачать, потому что промоушен, сколько бы побед у тебя не было, пока ты медийно хоть чуть-чуть не зацепился за зрителя, будет морозить тебя до последнего. Ну и в конце концов просто Мурзаканову нужны победы над громкими именами, а мы добрались до боя, ради которого собирался весь этот карт. Как говорит Джон Аник, поединок, вокруг которого был собран этот карт. Иржи Прохаска и Карлос Ульберг за полноценное чемпионство в полутяжелом весе. Чемпионский пояс в полутяжелом весе снова свободен. За последние 5 лет ни в одном другом дивизионе титул не освобождали настолько часто. С момента ухода Джона Джонса здесь было сразу 4 поединка за вакантное золото. И это будет 5-й раз, когда титул оказался вакантным. В этот раз его оставил Алекс Перейра, который поднимается в тяжелый дивизион, чтобы в бою за временное чемпионство сразиться с Сирил Ганом в июне на турнире в Белом доме. А вакантный титул в полутяжах разыграют Прохаска и Ульберг. Иржи Прохаска самый зрелищный боец не только в полутяжелом весе, но и вообще во всем ростере. У него 8 боев в UFC, и все 8 закончились досрочно, неважно, победа или поражение. Чешский самурай оформил один из самых жестких нокаутов в истории промоушена против Доминика Рейса. Потом выдал какую-то безумную битву против Гловера Тейшейры. Вероятно, самый драматичный титульник за всю историю полутяжелого веса. Прохаска также стал первым, кто смог нокаутировать Александра Ракича. He's trying to get up with it. That'll do it. How about the rally
А в 2025 году он совершил один из самых невообразимых камбэков, когда проигрывал 2 раунда Халилу Раунтри, а в третьем просто уничтожил соперника, накинувшись на него с градом хаотичных ударов. Если у Прохаски вообще существуют хейтеры, они наверняка могут сказать, что он уже получал 2 титульных боя в 23 и 24 году, и поэтому, мол, он не заслуживает биться за титул в этот раз, но на этом можно посмотреть с другой стороны. Во-первых, за все время, что Ирджи выступает в UFC, он проигрывал только одному человеку, Алексу Перейре, которому, извините, проигрывали абсолютно все полутяжеловесы, которые с ним бились. При этом у Прохаски есть победы над 5 бойцами из актуального топ-10, а он все еще входит в топ-3 и идет на серии из 2 шикарных досрочных побед. Противостоять ему будет Карлос Ульберг, новозеландец из зала City Kickboxing, одноклубник Исраэля Адесани, идущий на серии из 9 побед подряд. Это самый длинный актуальный винстрик в полутяжелом весе и один из 5 лучших актуальных винстриков во всей лиге. Карлос родился в Новой Зеландии. В детстве Карлос попал в детский дом и какое-то время жил в приемных семьях. Несмотря на это, он никогда не терял связь с отцом. Тот был бывшим профбоксером, выступал на играх Содружества и с самого детства учил сына ударной технике. Карлос же куда больше интересовался регби. Он выбрал этот спорт основным, играл за одну из местных команд, но однажды получил дисквалификацию на 6 недель за драку во время матча. Этот момент стал для Ульберга поворотным в жизни. Пока парень отбывал дисквалификацию за драку, он решил вернуться к тренировкам по боксу, а вскоре заинтересовался еще и кикбоксингом. Стал много выступать по любителям, ездил выступать в Китай, где завоевал любовь фанатов за зрелищные финиши. Там новозеландец познакомился с Адесани и его тренером Юджином Барриманом. Так что вскоре он присоединился к их команде City Kickboxing. Там Ульберг решил переключиться на ММА. А с его бэкграундом всего 3 профбоев хватило для приглашения на претендентскую серию. На контендере Карлос победил нокаутом за 2 минуты и, разумеется, был награжден контрактом. Казалось, у парня большое будущее, но уже в дебюте его нокаутировал Кеннеди Нзичакву. That was a nice right hand by Oberg. Oh, look at that leg slipping around. Oh! Huge right from Nzechukwu! That's it! Kennedy Nzechukwu! И когда тебя вырубает Кеннеди Нзичакву, тебе придется проделать много работы, чтобы доказать, что ты на самом деле хорош. Ульбергу понадобилось целых 9 боев. В 22 и 23 годах он построил серию из 5 финишей подряд, 4 из которых были оформлены в первом раунде. Последний из этих 5 побед над Алонзо Мэнифилдом подкинула черного ягуара в топ-15. Дальше у Карлоса вырос уровень оппозиции. Он стал получать бывших чемпионов и претендентов Оздемира и Блаховича. Финишировать их и не вышло, Ульберг начал драться намного безопаснее, не рисковал и предпочитал перетыкивать оппонентов с дистанции. Выглядело все так, будто он действует по методичкам Адесани. Победа над Блаховичем была сложной, но подарила Ульбергу место в топ-5. Осенью он возглавил турнир на родине, сошелся с Домиником Рейсом и отправил того в нокаут во 2-м раунде. И все думали, Карлосу понадобится, еще один бой претендентский, чтобы наконец-то добраться до титула, но уход Алекса Перейры ускорил этот процесс. Теперь Ульберга ждет самый сложный вызов в карьере. Новозеландцу с его аккуратным и осторожным стилем предстоит столкнуться с хаосом и безумием. Что из этого окажется эффективнее? Главная интрига UFC 327. Интереснейший поединок, самый интересный. Не всегда главный бой вечера бывает самым интригующим и ожидаемым, но, по крайней мере, для меня Ирджи Прохаска — это вообще зверь. Что за парень выходит и делает все, чтобы зритель ушел довольный. Таких бойцов нужно ценить. И вот, несмотря на все эти разговоры, там, тянет, не тянет Прохаска, я еще раз хочу сделать акцент на том, что только вдумайтесь, он реально проигрывал только Алексу Перейре. То есть находился всего один боец, который его смог в конце концов обыграть. Другие, как бы не обыгрывали в течение поединка, в конце концов ему проигрывали досрочно. Что Гловер Тейшейра, казалось, все понятно. Что Халил Раунтри достаточно уверенно 2 раунда вел. Все эти парни в конце концов были просто разгромлены к концу поединка. Поэтому Ирджи Прохаска
непредсказуемый тип во всех пониманиях этого слова. Вот какой только смысл вы в это выражение можете вложить, это Ирджи Прохаска. Фрибет. Здесь появляется конкурс в телеграм-канале. Подписывайтесь также на мой личный телеграм-канал обязательно. Там я буду смотреть этот турнир вместе с вами, обсуждать, оценивать раунды. В общем, там более неформальное мое общение с вами, потому что в Калугин ММА там все так официально, ничего лишнего. В моем ТГК личном много лишнего и лишнего может быть. Поэтому ссылочка тоже будет в описании. Заряжайте лайк, если досмотрели видос до конца. Пишите в комментариях, что думаете по этому турниру, что думаете по этому выпуску. Самый трудоемкий выпуск, который мы делаем раз в месяц. Да, не набирает рекордные просмотры, как те же обзоры, на которые уходит всего лишь один день, а это почти неделя работы. Поэтому, если вы мне лайк поставите, да, я думаю, я порадуюсь. Монтажер зайдет, скажет, блядь, охуенно, столько лайков, даже не ожидал. Ну, вряд ли он будет так говорить, но ему будет приятно однозначно. Все, ребят, всем большое спасибо. Заглядывайте в другие выпуски, их сейчас на этой неделе очень много. Там на втором канале прогнозы, ограбления. Отдельный выпуск будет про главный бой вечера. В общем, заходите, чекайте и Дикий Бой, и Калугин, все ссылочки в описании. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Ну, час хрона — это реально не для слабаков, это для хардкорных фанатов. Пока-пока.